Вы просили, и я сделал. Песочный кето-торт-муравейник из нашего далекого детства. Только в кето-варианте, без глютена и без сахара. Торт имеет ту же технологию приготовления, как и в советское время, и получается именно такой по вкусу и по текстуре, какой мы его помним. У многих осталась ностальгия по тем десертам, которые мы когда-то пробовали, а потому давайте приготовим этот знаменитый торт, доступный даже для тех, кто не употребляет глютен и сахар, либо придерживается низкоуглеводного питания. Поверьте, вы не отличите этот кето-муравейник от оригинального советского рецепта, это я вам обещаю. В яйца добавляю подсластитель и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до пышной светлой массы, чтобы подсластитель полностью вмешался в яйца. Всыпаю сразу всю миндальную муку и ванилин. Перемешиваю миксером или лопаткой. Вливаю растопленное сливочное масло, тщательно перемешиваю сначала лопаткой, а затем домешиваю руками. Вот такое песочное тесто на миндальной муке получилось. Распределяю песочное тесто по стенкам тары и убираю в морозильник на 20 минут, чтобы оно хорошо охладилось. При помощи мясорубки через самую широкую решетку перекручиваю песочное тесто без использования ножей, проталкивая его порционно толкушкой. Каждую порцию распределяю по противню руками. Очень важно распределить максимальное тесто, чтобы оно не лежало друг на друге. Тогда оно равномерно и хорошо пропечется, имея нужную форму. Противень с тестом убираю в морозильную камеру на 15 минут, установив противень под наклоном. Тогда он хорошо поместится в ней. И если противень не помещается в морозильник, даже под наклоном, просто уберите его в холодильник на 30 минут. Противень с холодным тестом убираю в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут. Горячее тесто сразу после выпекания переложил на пергамент, чтобы лишний жир сошел. В охлажденную сметану добавляю подсластитель. Вымешиваю миксером, чтобы сметана хорошо взбилась. И получился крем, который стабильно держит форму. Порционно перетираю руками песочное тесто, чтобы получились привычные песочные фрагменты. При желании тесто можно просто перемолоть скалкой. На момент перетирания песочное тесто должно быть остывшее. Старайтесь, чтобы фрагменты не были очень крупные. Тогда торт-муравейник будет лучше смотреться в разрезе и не крошиться. Тщательно перемешиваю песочное тесто со сметанным кремом, чтобы тесто равномерно распределилось по всей емкости со сметаной. Вот такая вкусная песочная масса получилась. Подбиваю со всех сторон массу деревянной лопаткой, чтобы она собралась и сформировался единый ком. Таким образом вам будет значительно проще извлечь массу из емкости, не ковыряя порционно лопаткой. Сверху устанавливаю подложку или тарелку и переворачиваю емкость сверху вниз. Вот так легко и просто сформированный муравейник выпал и отделился от емкости в виде готовой формы, которой осталось немного придать нужный размер и подровнять. Формирую руками, накрытые пакетом или перчатками. Таким способом можно легко придать любую нужную длину и ширину муравейнику. Я обычно люблю не слишком вытянутый муравейник, а скорее приземленный с округлой верхушкой. Вы формируйте по своему желанию, как нравится. Торт обсыпаю маком со всех сторон, и большую часть мака стараюсь насыпать на верхушку торта. Подбиваю мак у основания торта просто ножом. Готовый торт убираю в холодильник до следующего дня. Кето-торт-муравейник — это классический советский торт, только без сахара и без глютена. По текстуре торт именно такой, как и должен быть, с фрагментами муравьиного гнезда из песочного теста, но только на миндальной муке. Крем, взбитая сметана, идеально сочетается с рассыпчатым тестом, скрепляя все фрагменты в единой форме. Благодаря тому, что крем не жирный, это отличный торт к праздничному столу, как завершающий десерт к чаю. Торт-муравейник очень вкусный, как тот самый советский торт из нашего детства. Теперь все, кто не употребляет сахар, муку или ограничивает углеводы, готовьте этот чудесный торт для себя и своих близких. Я уверен, торт понравится. Поздравляю подписчиков канала с наступающим Новым Годом и Рождеством. Если остались вопросы по рецепту, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.